Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Будь Мужиком, и сегодня я хочу вам рассказать очень интересную историю. Ребята, перед просмотром ролика я сразу вас хочу попросить как-нибудь оценить это видео или лайком, или дизлайком, и напишите, что вы вообще думаете об этом всем, потому что ситуация очень интересная. Совсем недавно, буквально вот на днях, ко мне обратились клиенты. Клиенты обратились с необычной просьбой. Мы, говорят, готовили на плите, и тут у нас загорелся газовый шланг, что-то произошло с плитой, что-то произошло со шлангом, у нас авария, кошмар, мы горим, приезжайте к нам срочно. Но приезжаю я к клиентам, и что же я там вижу? Людям поставили счетчик ребята из газовой службы. После того, как они это сделали, они подсоединили им газовую поверхность на обыкновенный шланг. Шланг этот они провели не где-нибудь сбоку от плиты, не как-нибудь снизу, там в столешнице, как это обычно бывает, а просто провели его наискосок. Но провели они его так по той причине, потому что у людей была просто прорезь в столешнице под шланг с левой стороны. А счетчик поставили почему-то с правой стороны. И получилось таким образом, что шланг пошел вот просто наискосок, вот, грубо говоря, справа налево. И таким образом он был, в общем-то, рядом с газовой поверхностью. Какое-то время у людей все было в порядке, они готовили себе покушать, пользовались газом, но однажды произошла очень неприятная ситуация. Люди поставили кастрюлю с едой на дальнюю конфорку, решили себе сварить там супчик или, я не знаю, что-нибудь еще. Оставили так это дело и ушли в другую комнату. Кастрюля нагрелась настолько сильно, что расплавила шланг. Из шланга начал постепенно выходить газ. По мере того, как он выходил, он еще успел зажечься от конфорки и благополучно себе горел, продолжая постепенно стекать на столешницу. Люди услышали, что что-то здесь не так, прибежали на кухню, смотрят, что происходит что-то вообще тут невероятное, страшное. Перекрывают газовый кран, слава богу, они его хотя бы в столешницу не засунули, как это бывает у большинства людей. И позвонили мне. Когда я пришел, увидел это все, я, конечно, немножко обалдел. В первую очередь, конечно, я этот шланг провел ему уже не наискосок, так как он шел через вот эту дырку в столешнице, а провел его с правой стороны. И шланг, получается, снизу уже зашел в эту поверхность, и он уже у них на стене не болтается теперь, и они себе благополучно этой поверхностью пользуются. Но со шлангом произошли буквально страшные, конечно, вещи. Ну что, давайте теперь посмотрим, что же произошло с этим газовым шлангом. Сейчас я вам его покажу. Итак, вот он наш газовый шланг. Давайте я его распутаю и сейчас вам покажу этот кошмар. Посмотрите, какой произошел кошмар с этим шлангом. Он расплавился, в одном месте даже образовалась такая дырка, как будто туда вставили какое-то шило. И представьте себе через это отверстие это диаметром, я вам скажу, где-то, наверное, как форсунки духовки, так чтобы вы понимали приблизительно его масштабы образовавшиеся. И через это отверстие выходил газ и горел у людей просто вот посреди кухни. Кроме того, они только начали делать ремонт, только переехали, и вот у них вот такая вот неприятная ситуация произошла. Теперь я хочу разрезать этот шланг и показать, что с ним произошло внутри, как он плавился и из чего он состоит. Итак, будем это дело резать. Ножик у меня, конечно, не первой свежести, но какой есть. Вот так вот выглядит разрезанный шланг. Внутри мы видим резиновый слой, а сверху мы видим белый защитный слой. То есть этот защитный слой, по идее, сделан для того, чтобы защитить наш резиновый слой от пересыхания. В принципе, это довольно-таки практично, и вот эти шланги, за исключением таких случаев, как сегодня, обычно служат очень долго. Так что, в принципе, их ставить можно, но, конечно, греть их нежелательно. Теперь я хочу сделать разрез вдоль, чтобы вы увидели, из чего он состоит. Этот шланг состоит, в общем-то, из резинового слоя, как я вам уже сказал, и защитного полиуретанового. Но в чем его отличие, например, от черных газовых шлангов? Прошит, получается, только верхний слой. Вот этот вот верхний слой, он имеет такую как армировку из ниток. На месте, где он проплавился, эту армировку из ниток очень хорошо видно. То есть, вы видите, такие прямо крестики вот расходятся, где вот идет прошитый слой. Толщина шлангов, как мы видим, в принципе одинаковая. Только черный шланг состоит из полностью прошитой резины, то есть это полностью все резина. И эта резина внутри прошита. Здесь вы видите такие белые вкрапления, это тоже нитки. Это тоже такой армировочный слой для того, чтобы эта резина была крепкой и не рвалась у вас, и не тянулась. А здесь он состоит просто вот из двух слоев. В общем-то, в этом и вся разница. Что один шланг, что второй шланг можно ставить на газ. И один, и второй хороший.
И тем не менее, когда я попадал в квартиры, в которых уже несколько лет установлены вот такие вот белые шланги, они так же само задубевали, как и резиновые. Так что теперь, друзья, вы знаете, из чего состоят газовые шланги. Не повторяйте ошибок этих хозяев. Не ставьте шланги вблизи горячих предметов, потому что случаются страшные вещи. Пусть у вас дома все будет хорошо и безопасно. Всем пока!